Весь мир облетели странные, немного даже сюрреалистичные кадры. Беспилотник с камерой влетел в окно полуразрушенного дома в Газе, где обнаружил сидящего в кресле человека. Тот ранен, с ног до головы покрыт пылью. Он какое-то время смотрит на дрон, а затем кидает в него что-то вроде палки. Потом этот человек погибнет, но это уже останется за кадром. А на следующий день, 17 октября, на всех пляжах Израиля из громкоговорителей вместо обычного требования не заплывать за буйки, звучит объявление. Обнаружен и убит Яхья Синуар, лидер Хамаса, организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Человек, которого боялись даже сами палестинцы. Чья фамилия, как нарочно, пишется по-английски Синуар – грех и война. Яхья Синуар родился в 1962 году в лагере беженцев Хан-Юнис в секторе Газа. Судьба его семьи весьма характерна для этого региона. Из-за Первой арабо-израильской войны 1947-1949 годов родителям Синуара пришлось бежать из Ашкелона в сектор Газа. Они переместились буквально на 40 километров и, казалось бы, к моменту рождения Яхьи должны были уже обжиться на новом месте. К примеру, во второй половине 40-х годов миллионы немцев были изгнаны из Польши, Чехословакии и Калининградской области. Но к 1962 году ни в Западной, ни в Восточной Германии уже давно не было тех, кого можно было назвать беженцами. Однако Яхья Синуар родился в лагере беженцев. Появился на свет со статусом беженца, хотя сам он никуда и ни от чего не бежал. Виной тому особенности палестинской идентичности. Если твои родители, деды или даже прадеды когда-то давно бежали из Ашкелона, то ты тоже беженец из Ашкелона. Палестинское общество с высокой вероятностью не даст тебе полностью интегрироваться. Так и будет держать тебя в лагере беженцев, который существует уже без малого 80 лет. Общество будет наускивать тебя: вернись и забери себе свой Ашкелон, где могилы твоих предков. Палестинские лагеря беженцев – это не палатки посреди поля. Но это трущобы, где растут люди с особенной психологией. Они буквально рождены с идеей, что их малая родина не здесь, а там, где они никогда не были. Фантазия рисует благословенный потерянный рай, вернуть который смысл их жизни. В такой среде рос Яхья Синуар, будущий лидер Хамаса, который заслужит прозвище «Мясник из Хан-Юниса». Еще в молодости он был дважды арестован израильскими силовиками в 1982 и 1985 годах. В 1987 он стал одним из основателей Хамаса. Синуар создал и возглавил Хамасовскую службу внутренней безопасности – МАШТ. Первыми его жертвами стали не евреи, а палестинские арабы, заподозренные в сотрудничестве или симпатиях к Израилю. Некоторых он пытал и убивал собственноручно, мог задушить человека голыми руками. При этом мясник был хорошо образован. Хоть и был типа беженцем, он окончил Исламский университет Газы и по специальности был филологом. Коран знал наизусть. Это, кстати, особенность многих лидеров террористических организаций, не только исламских. Образованность нисколько не мешает быть фанатиком и убийцей. В 1989 году Яхья Синуар был приговорен израильским судом к 4 пожизненным срокам за убийство 6 человек. 2 из них были израильскими солдатами, остальные – палестинцы. В тюрьме он времени зря не терял. Выучил иврит, написал роман, сделал переводы на арабский язык материалов об израильской разведывательной службе Шабак. Синуар дистанционно обучался в открытом университете Израиля и, предположительно, организовывал убийства тех, кого считал тюремными стукачами. В 2004 году израильский тюремный стоматолог обратил внимание на нездоровые симптомы, которые были у Синуара. Врач настоял на его госпитализации. Синуара поместили в крупнейшую больницу юга Израиля, где доктора обнаружили и удалили смертельно опасную опухоль мозга. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию ушел из сектора Газы. На следующий год, прорыв тоннель в 800 метров, боевики из Газы совершили вылазку и напали на израильский блокпост. Они смогли ранить нескольких военнослужащих, 2 добили выстрелами в упор, а 1, капрала Гелада Шалита, забрали в Газу. Армия обороны Израиля провела в секторе Газа целую операцию, пытаясь вызволить капрала. Вошла в город Хан-Юнис, рядом с которым находился одноименный лагерь беженцев. Отыскать Шалита не удалось. На протяжении нескольких последующих лет его судьба оставалась одним из центральных вопросов во всей израильской внутренней и внешней политике. В 2011 году государство Израиль пошло на беспрецедентный шаг. Гелада Шалита обменяли на 1027 заключенных из израильских тюрем. Среди них почти 300 были приговорены к пожизненным срокам, как и Яхья Синуар, который на тот момент провел в тюрьме 23 года.
Синуар на собственном примере убедился, что универсальный рычаг давления на Израиль – это захват заложников. Это обстоятельство еще сыграет свою роковую роль. После освобождения Синуар стал кем-то вроде министра обороны Хамаса, а также одним из тех, кто максимально сблизил Хамас с Ираном. Первоначально Хамас возник как палестинское отделение международной ультрарелигиозной организации «Братья-мусульмане», которая ориентирована на интересы Катара и Турции. А они с Ираном, мягко говоря, не союзники. Но у современного Ирана есть кое-что весьма привлекательное для Хамаса – желание стереть с лица земли Израиль. Синуар также наладил союзнические отношения с организацией Хезболла, которая действует в Ливане и Сирии, и также ориентирована на Иран. Это при том, что хамасовцы сунниты, а Хезболла и иранские аятоллы шииты. На фоне общего дела убийства евреев многовековая вражда между двумя ветвями ислама отходит на второй план. А вот с, казалось бы, суннитским исламским государством отношения у Хамаса не заладились. Исламское государство особо никогда не стремилось нападать на Израиль. И куда же это годится? В 2017 году глава хамасовского обкома в секторе Газа Исмаил Ания стал лидером всего Хамаса, а на место Ании встал Яхья Синуар. В этой должности он сыграл ключевую роль в массированном ракетном обстреле Израиля в мае 2021 года. Единичные запуски «Кассамов» и целые залпы происходили все время, с тех пор, как израильтяне ушли из сектора Газа. Но события мая 21-го оказались из ряда вон. За 2 суток террористы запустили более 1500 ракет. Уже 15 мая израильская авиация уничтожила дом Синуара. Однако тот выжил и следующие 2 года занимался разработкой операции еще большего масштаба. 7 октября 2023 года по городам Израиля полетели тысячи ракет. Одновременно отряды Хамаса и исламского джихада прорвались через разделительную стену и совершили глубокий прорыв из Газа на израильскую территорию. Всего за сутки они убили около 1200 человек, преимущественно безоружных людей. Более 250 угнали в Газу как заложников. Ответом стала операция армии обороны Израиля в Газе. Впервые в истории израильская армия отказалась от каких бы то ни было самоограничений и начала то, что некоторые авторы называют формированием поля боя. На практике она потребовала от всех жителей Газы эвакуироваться на юг сектора и стала методично сносить постройки снарядами, бомбами и ракетами, чтобы потом пустить в бывший город пехоту и танки. Отказ от самоограничений коснулся далеко не только действий в секторе Газа. 31 июля 2024 года прямо в столице Ирана, Тегеране, израильские спецслужбы уничтожили главу политбюро Хамаса Исмаила Анию. В тот же день на освободившуюся должность был избран Яхья Синуар. Назначение именно этого непримиримого ультрарадикала, мясника из Хан-Юниса, стало для многих неожиданностью. Оно же стало сигналом: Хамас намерен продолжать воевать любой ценой, а потом Израиль его убил. Досталось и Хезболле. Израиль уничтожил абсолютно все руководство и командование организации, включая лидера Хасана Насраллу, а также того, кто сменил его в должности лидера. На Ближнем Востоке считается нормальным одновременно драться до последней капли крови на арене и вступать в неформальные переговоры за кулисами. И то, и другое делается взаправду, одно другому вовсе не мешает. Кулуарные контакты между Израилем и Хамасом – это секрет Полишинеля, то есть страшная тайна, которую знают все. Избрание Яхьи Синуара на пост главы политбюро Хамаса, казалось, предотвращало любые потенциальные переговоры. Синуар – радикал из радикалов. С ним говорить не о чем, да и сам он разговаривать с Израилем был не намерен. Теперь один из самых бескомпромиссных руководителей Хамаса устранен. Сейчас в Википедии на странице, посвященной группировке, в графе «Лидеры» значится слово «вакантно». Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, кто на эту вакансию откликнется и какую позицию он займет относительно израильских заложников. В подземельях сектора Газа до сих пор находится 101 заложник. Те из них, кто до сих пор жив, пребывают в заточении уже более года, и для Израиля это ключевой фактор внутренней политики. До сих пор по любой части Тель-Авива невозможно пройти и 200 метров, чтобы не увидеть на улице фотографии заложников или знак солидарности с ними, желтые ленточки, которые повязывают на деревья, машины, велосипеды, заборы, скамейки, сумки и так далее. Сделать все для освобождения невольников – требование активной части израильского общества к властям. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов отнюдь не на все. Поэтому так важно, кто займет место Синуара. Если его преемник в обмен на освобождение заложников будет требовать полного и безоговорочного вывода израильских войск из сектора Газа,
Нынешнее руководство Израиля скорее убьет и его, чем согласится выполнять это требование. Но вот соглашение о прекращении огня – это, вероятно, приемлемый для Нетаньяху вариант. Если новый лидер Хамаса, вступив в закулисные переговоры по заложникам, попросит именно перемирия, а не отвода армии Израиля из сектора Газа, такая договоренность вполне может быть исполнена. Ликвидация Яхьи Синуара ослабит Хамас и ухудшит качество управления группировкой, но точно не приведет к ее исчезновению. Ведь это того рода организация, где каждый член, от рядового бойца до верховного лидера, заранее готов, как мученик, в рай попасть. Структура не персоналистская, и совсем уж незаменимых людей в ней нет. Сейчас на должность главы политбюро Хамаса, по мнению аналитиков, претендуют 6. Во-первых, младший брат Яхьи Синуара Мухаммед. Он участвовал в похищении капрала Гилада Шалита, а также в многочисленных убийствах и пытках своих же соратников-хамасовцев, заподозренных в шпионаже в пользу Израиля. Мухаммеда Синуара очень боятся жители сектора Газа, и он может быть избран лидером Хамаса, если Хамас решит пойти по пути устрашения местного населения, чтобы жители сектора Газа боялись Хамаса больше, чем израильскую армию, чтобы оказывали фанатическое сопротивление. С младшим Синуаром в случае его избрания Израилю, вероятно, говорить будет также не о чем. С другой стороны, своей карьерой в группировке Мухаммед Синуар обязан старшему брату, который проталкивал его на должности. Без брата он не самая сильная фигура. Кроме того, он находится в секторе Газа, что делает ожидаемую продолжительность его жизни не очень высокой. Его конкурентом за лидерство в Хамасе является Халед Машаль, который уже был главой политбюро Хамаса на протяжении 21 года, с 1996 по 2017. При этом Машаль никогда не жил в Газе, не живет там и сейчас, предпочитая в разное время Иорданию, откуда его выперли, Сирию и Катар. Впервые Газу он посетил лишь в декабре 2012 года, когда Хамас отмечал свое 25-летие. Среди прочих людоедов Машаль – людоед, привычный к дипломатии. Он был одним из ключевых переговорщиков в деле капрала Шалита. Избрание Машаля повысит шансы на исполнение формулы перемирия в обмен на заложников. Кроме того, он гораздо меньше ориентирован на Иран, чем братья Синуары, и больше ориентирован на Катар. Почему это важно? Потому что для иранского режима аятолл уничтожение Израиля буквально один из смыслов жизни. Для катарской же монархии уже нет. Также перемирие возможно, если будет избран Халиль аль-Хайя. Людоед, но тоже с опытом дипломатии. В прошлом представлял Хамас на международной арене и участвовал в переговорах с Фатхом, которые велись в интересах палестинского единства. Однако Халил аль-Хайя, хоть он и живет в Катаре, считается сторонником тесных связей с Ираном. Поэтому заключение перемирия с ним менее вероятно, чем с Халедом Машалем. Небольшие шансы на избрание имеют 3 хамасовских полевых командира с боевым опытом. Это Мухаммад Шабан, Хусам Бадран и Эаз ад-Дин аль-Хадад. Последний является кем-то вроде бригадного генерала, который сейчас воюет в Газе. Считается, что он тоже мог бы пойти на освобождение заложников. Хотя бы потому мог бы пойти, что, опять же, ожидаемая продолжительность жизни лидера Хамаса, если он находится в Газе, крайне мала. Резюмируем. С уничтожением Яхьи Синуара было устранено непреодолимое препятствие на пути к компромиссу. Хамас освобождает заложников, Израиль свои войска из Газа не выводит, но прекращает огонь. Теперь многое зависит от того, какая фигура окажется на месте Синуара. Его младший брат или более договороспособный хамасовец. Причем этот кто-то, если и соберется пойти на компромисс, должен иметь достаточно авторитета и политической воли, чтобы те конкретные боевики, которые заложников удерживают в подземельях Газы, выполнили спущенный им приказ. 16 октября израильская армия сделала важный шаг на пути к вызволению похищенных соотечественников. Кроме того, израильтяне показали, что готовы просто выкашивать своих врагов. В течение 3 месяцев они убили 2 глав Хамаса и 2 лидеров Хизбаллы. Плюс ликвидировали десятки полевых командиров и провели впечатляющую операцию с пейджерами. Но нет никакой гарантии, что оставшиеся в живых заложники будут когда-нибудь спасены. А полное уничтожение враждебных группировок террористических и вовсе видится как нерешаемая пока задача. Их можно ослабить, уничтожить лидеров, но тем на смену придут другие. Важная деталь. 17 октября на самой первой полосе израильских информагентств были не сообщения о ликвидации Синуара, а портреты 5 погибших израильских солдат. Каждая смерть израильского военного вызывает тяжелую реакцию и обсуждение в обществе. Однако Израиль будет воевать. Так уж устроена эта страна. Лучший способ заставить Израиль пойти на самые чрезвычайные меры – это взять в заложники израильских граждан. Любых, и военных, и гражданских. 13 лет назад чрезвычайной мерой стал обмен по формуле 1 на 1027.
Теперь речь идет о неограниченных военных действиях и об оккупации как минимум части сектора Газа. Израиль уже уходил из Газы в 2005 году, и это привело к тому, что власть взял Хамас, а членов более умеренной палестинской партии Фатх хамасовцы в Газе просто сбросили с крыш высоток. В буквальном смысле слова. Тут стоит напомнить, этот самый Фатх в течение десятилетий угонял самолеты с израильтянами на борту, расстреливал и подрывал автобусы. Но когда фатховцы перестали это делать, стало возможно мирное сосуществование. Если Газа сейчас лежит в руинах, то западный берег реки Иордан, где власть держит Фатх, продолжает принимать туристов и паломников. Та же история с Египтом, Иорданией и многими другими арабскими государствами. Когда они перестают пытаться сбросить Израиль в море, у них с Израилем устанавливаются нормальные дипломатические и торговые отношения, открываются туристические направления. Никакой безусловной и вечной вражды между арабами и израильтянами не существует. Вопрос только в том, хотите вы убивать и захватывать в заложники израильтян или нет. Хамас вот хочет, и война с ним будет продолжаться. В Израиле живет очень много граждан России. Это вообще одна из самых русскоязычных стран на планете. У многих россиян в Израиле живут родственники и друзья. Поэтому, конечно, мы будем продолжать следить за происходящими в регионе событиями. До завтра.